Парни, давайте честно, сколько вы слили денег на фьючерсах за последний месяц? Пока вы молитесь над графиками, думаете, куда пойдет цена, умные деньги забирают комиссии. И в этом видео покажу стратегию, где мне не важно, куда пойдет биткоин. Хоть он упадет на 50%, либо вырастет на 100%, я все равно буду в плюсе и на этом заработаю. И это не магия, это математика. Сейчас вам покажу, как в 3 клика находить такие сделки. Погнали! Смотрите, на рынке есть неэффективности. Когда люди жадно покупают в лонг, существует такой механизм фандинга, который позволяет зарабатывать, если вы становитесь в противоположную позицию. Когда очень много людей лонгуют, у нас становится положительный фандинг. Если вы становитесь в шорт, то вы будете получать выплаты от биржи. Биржа вам будет выплачивать деньги за то, что вы стоите против толпы. И на этом можно заработать. Для того, чтобы эта стратегия работала, мы должны находиться в хедже, то есть в хеджирующей позиции. Противоположность тем, как мы открыли шорт, у нас должна быть спотовая позиция, либо открыт лонг на другой бирже, на ту же сумму токенов, чтобы мы находились в нейтральном положении. Нам будет все равно, куда пойдет рынок, вверх или вниз. У нас открыты две позиции в разные стороны, и мы просто ждем списания фандинга. Как только фандинг списывается, мы можем открыть позицию и радоваться нашей прибыли. В последнее время на канале мы делали много обзоров на арбитраж фандинга, шортсы, видосы, поэтому обязательно посмотрите. Это очень топовая стратегия на данный момент, где можно зарабатывать практически на пассиве. Зашли в сделку, подождали списания фандинга, вышли, радуйтесь прибыли. Все, максимально просто. И давайте я вам покажу, как можно искать такие сделки, потому что вручную смотреть фандинги на каждой паре, это очень долго и очень много времени занимает. Но есть такой сервис, который называется арбитраж сканер. У него есть таблица со спредами на фандингах, и можно посмотреть, на каких биржах и на каких токенах сейчас фандинги и какой спред между фандингами. Провалимся в арбитраж сканер. Ссылочка, кстати, на него находится в описании. Тут нас встречает такая таблица. Мы видим токен, на котором есть фандинг, а также спред между фандингами. И биржи, на которых этот токен есть, и какие фандинги на данный момент. То есть таблица в реальном времени, ее можно обновлять, и у вас будут свежие данные, начинают подтягиваться. Смотрите, по токену IDEX у нас спред по фандингам 1.54. То есть каждые 8 часов 1,54% будут выплачиваться на нашу позицию. Если вы используете, допустим, пятое плечо, то можете умножать в 5 раз, и прибыль у вас, соответственно, вырастает. Но плечи — это риск ликвидации. Здесь нельзя использовать большие плечи, максимум пятое плечо, но у вас всегда должна быть маржа на бирже, чтобы вас не ликвидировало. Это очень важно понимать. Поэтому, смотрите, мы видим, что у нас на гейте нулевой фандинг, на мексе у нас отрицательный. Мы заходим на биржу мекс и видим, что у нас фандинг минус 1,5%. Если у нас фандинг отрицательный, значит шортисты платят лонгистам. Мы становимся в противоположную позицию, открываем лонг. А на другой бирже гейт мы открываем шорт, потому что фандинг у нас нулевой. И за счет этого мы находимся в хеджирующей нейтральной позиции. Мы просто ждем списания фандинга. Когда он списывается, мы закрываем позицию и фиксируем прибыль. Точно так же работает с положительным фандингом. Если у нас где-то сильно положительный фандинг, давайте посмотрим в таблице, есть у нас положительные фандинги, есть небольшие, допустим здесь. Там, где у нас положительный фандинг, мы должны с вами шортить, потому что если фандинг положительный, то лонгисты платят шортистам. Мы становимся в противоположную позицию, открываем шорт. И одновременно с этим на другой бирже мы открываем лонг, там у нас отрицательный фандинг, мы открываем лонг. Соответственно, нам будут платить и с лонга, и с шорта, потому что у нас есть и положительный, и отрицательный фандинг. И с помощью этой стратегии можно так зарабатывать. Давайте провалимся в биржу и посмотрим, где этот фандинг отображается. Смотрите, на бирже MEX фандинг отображается сверху. Здесь вот написано фандинг рейт и время до списания фандинга 4 часа 54 минуты. Фандинг у нас минус 1,54. Далее провалимся на биржу Gate. Здесь у нас фандинг уже отображается здесь. Здесь у нас положительный. Но здесь есть небольшая такая вот загвоздка. Смотрите, у нас цены разные. И если мы здесь начинаем шортить, то мы шортим по более низкой цене, а лонгуем мы по более высокой цене, и мы на этом можем потерять. Поэтому, чтобы зайти в такую сделку, мы ждем, когда цены у нас будут примерно одинаковые. Тогда можно открывать сделку на одинаковое количество токенов. Допустим, на 10 тысяч токенов вы открываете шорт на бирже Gate и лонг открываете на бирже MEX на те же 10 тысяч токенов. Опять же, противоположную позицию от фандинга. Фандинг отрицательный, значит мы лонгуем. И это очень важно понимать, потому что если вы зайдете в отрицательный спред, который не в вашу пользу, вы можете на этом потерять. Цены могут еще жестче разойтись, и вы закроете сделку в минус, и даже фандинг не перекроет ваши убытки. Поэтому тоже внимательно смотрите, чтобы цены на токены были одинаковые. Вот, смотрите, как раз таки нашел такую сделку. Sandok токен на KuCoin у нас фандинг минус 0.59 и цена 0.1221. На бирже Gate у нас цена 0.1223. То есть, ну, чуть-чуть есть отличие, небольшое. И при этом здесь фандинг отрицательный. Соответственно, мы, там где у нас более отрицательный, с вами лонгуем, там где менее отрицательный, шортим. Там будем здесь уплачивать фандинг, но из-за разницы между фандингами мы будем гораздо больше получать нашу позицию, потому что мы заходим на одинаковое количество токенов. И вам нужно искать такие сделки, где будут одинаковые цены, где будет
фандинг различаться, будет спред между фандингом. И в такие сделки уже можно заходить. Списание фандинга у нас буквально будет через 52 минуты, а на бирже KuCoin у нас фандинг через 4:51. Можно подождать, когда фандинг изменится на бирже Gate, потом посмотреть, какой здесь будет фандинг, и когда у нас будет известен фандинг, он будет положительный либо отрицательный, то есть фандинг может еще изменяться, и вот через 51 минуту мы узнаем, какой будет следующий фандинг. Мы, исходя из этого, будем заходить в сделку, потому что ждать нам осталось еще очень долго, 4:51, то есть 4 часа 50 минут, поэтому можем подождать, как только у нас здесь фандинг первый спишется, чтобы можно было зайти в сделку и лишний раз не платить этот фандинг. А еще у Arbitrage Scanner есть свой фандинг-бот. Он позволяет вам находить спреды удобно очень через Telegram. Смотрите, провалимся в телегу, нажимаем старт, и нам высвечивается такая табличка. Можем настроить язык, время, все это под себя настраивается, время отката, ценовой спред, все настраивается. Смотрите, здесь есть вкладочка Best Funding. Переходим туда и смотрим последние фандинги за час. Мы видим, на каком токене, на какой бирже мы должны шортить, на какой лонговать и какой у нас фандинг, минус 1,5%. Также время, когда фандинг спишется, и время, сколько осталось до списания фандинга. Также комиссии, и можно посмотреть сумму транзакций, да. И это все отображается в виде такой вот удобной таблицы по разным токенам, между разными биржами, OKX, CoinEx. Вот, пожалуйста, по Tensor, тоже KuCoin, BitGet. Отображаются фандинги, и также спред отображается здесь тоже. Итак, максимально удобно, с помощью этого бота можно смотреть фандинги. Также он показывает топ-фандинги на разных биржах, нажимаете топ фандингс, потом выбираете биржу, которая вам интересна, допустим, биржа, пускай будет OKX, да, и вам показывают самые положительные фандинги и самые отрицательные фандинги. Исходя из этого, можете заходить на токен, смотреть с пару, там, допустим, long, short, либо spot, short, и смотреть, сколько фандинг, сколько вы, наверное, сможете заработать. Это тоже очень удобно. В одном этом боте, прямо внутри Телеграма, все сделано. Также можно поставить уведомления и ловить те фандинги, которые интересны именно вам. Этот фандинг-бот доступен от подписки Guru, то есть внизу спускаетесь, есть специальная подписка Guru, она дает сразу на 6 месяцев. По моему промокоду вы получаете вообще на год. У меня промокод, который даст вам 100% к дням подписки. То есть, если вы покупаете на месяц, получаете 2 месяца, покупаете на 6 месяцев, получаете на год. Поэтому Никита Арбитраж, промокод находится в описании. Также подписка Guru вам дает доступ в VIP-чат, где люди делятся своими сигналами по арбитражу, где там сидят арбитражники, общаются, помогают. Также VIP-проходки на всякие сайд-ивенты, свой персонального менеджера, с которым можете созваниваться, будет вам помогать. И куча других фишек. Также есть VIP-подписка, китовая подписка. Есть обычные подписки. Месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. Чем больше месяцев вы берете, тем дешевле подписка. Я, допустим, рекомендую подписку от бизнес, потому что открывает арбитраж фьючерсов. Platinum уже DEX, CX арбитраж открывает. Enterprise дает все просто фишки, которые были в прошлых подписках, а также своего менеджера и разные другие фишки. Под каждой подпиской написано, что она дает. С помощью этого софта вы можете легко искать спреды на криптовалюте, то есть на споте фьючерсах, CX плюс DEX, арбитраж фанга, арбитраж фьючерсов. Все здесь есть в одном софте. Вы просто покупаете подписку, и вам это все доступно, вы этим пользуетесь и начинаете наконец-таки зарабатывать на арбитраже криптовалюты. Поэтому попробуйте сами. Ссылка на арбитраж сканер находится в описании, также там находится мой промокод. Ну что, надеюсь, это видео было полезно. Разобрали фандинг, арбитраж, как искать спреды на фандинг, как заходить. Разобрали некоторые нюансы в этом виде арбитража. Также смотрите прошлые видосы, мы тоже снимали про фандинг, арбитраж. Это очень интересная стратегия, на которой сейчас можно зарабатывать на крипторынке, поэтому обязательно попробуйте. Также не забудьте поставить видосу лайк, подписаться на наш канал, делитесь с друзьями, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!